Он был сапожником, который перекроил мир. Его называли отцом народов, но собственных детей он хоронил один за другим. Он выиграл войну, создал сверхдержаву, но оставил после себя страну, пропитанную страхом. Сегодня мы разбираем главный парадокс 20 века. Человек, который при жизни был полубогом, а после смерти стал главным привидением русской истории. Добро пожаловать в наш спецвыпуск о Иосифе Сталине. Зима 1953 года. Подмосковная дача в Кунцево. 1 марта, раннее утро. Охранники слышат тишину из спальни хозяина. Ни шагов, ни кашля. Они боятся войти без приказа. Только к полуночи, набравшись смелости, они открывают дверь и находят его на полу без сознания в луже застывшей слюны. Это финал. Но чтобы понять финал, нужно перемотать пленку на 75 лет назад. В дом с земляным полом в грузинском городке Гори, где пахнет сырой глиной и овечьим сыром. 6 декабря 1878 года по старому стилю в семье сапожника Виссариона Джугашвили и прачки Екатерины Геладзе родился мальчик. В церковной книге записано именно это число. Однако при жизни Сталин упорно называл 1879 год, сдвинув дату на год вперед. Загадка номер 1. Зачем он это сделал? Историки до сих пор гадают, то ли хотел казаться моложе среди молодых революционеров, то ли скрыть какой-то темный эпизод ранней биографии. Но есть и третья версия. Сталин боялся, что его настоящее происхождение, по слухам, он был внебрачным сыном князя, может всплыть, если дата рождения совпадет с какими-то документами. Документов нет, но современники верили в эту историю. Отец Виссарион был сапожником, но рано ушел из семьи, пристрастившись к вину. Мать Екатерина работала на паденных работах, стирала белье зажиточных горожан, чтобы прокормить себя и сына. Она мечтала, что Иосиф станет священником, человеком уважаемым, сытым, защищенным от житейских бурь. Вместо этого он уничтожил церковь как институт, превратил храмы в склады и создал культ самого себя, равный по масштабу религиозному поклонению. Семинарист стал главным атеистом страны. Параноик, который доверял только собственному портрету на стене. В 1894 году он окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую православную семинарию. Именно там, среди черных сутан и ладана, он впервые столкнулся с марксизмом. К началу 1895-го он уже входил в контакты с подпольными группами революционеров, высланных правительством в Закавказье. В 1896-97 он возглавлял марксистские кружки внутри семинарии. В августе 1898-го формально вступил в Тифлисскую организацию РСДРП, а в 1899-м его исключили. Официальная формулировка «за неявку на экзамены». Реальная причина – революционная пропаганда. Он не стал попом, он стал революционером. В 1903-м он примкнул к большевикам, радикальному крылу социал-демократии. В революцию 1905-1907 годов он работал в Закавказье подпольщиком, организовывал боевые отряды и участвовал в экспроприациях, вооруженных налетах на банки и казенные учреждения для пополнения партийной казны. Его несколько раз арестовывали, ссылали в Сибирь, и каждый раз он бежал, через тайгу, по этапу, с чужими документами. Первым его псевдонимом стал Коба, в честь грузинского разбойника из популярного романа Александра Казбеги «Отца-убийца». Позже он возьмет второй псевдоним – Сталин, что значит «человек из стали». В этом имени вся его суть – несгибаемость, холодная твердость, готовность перековать мир по своему чертежу. В 1912 году на пленуме ЦК РЦДРП он был заочно введен в состав Центрального комитета. После февральской революции 1917-го он вернулся из ссылки в Петроград. На апрельской конференции большевиков он поддержал Ленина и был избран членом ЦК. В ходе Октябрьского переворота он вошел в Политбюро и Петроградский военно-революционный комитет. 29 ноября 1917-го ЦК создал бюро для решения неотложных вопросов в составе Ленина, Сталина, Троцкого и Свердлова. Затем он стал наркомом по делам национальностей. С этой национальной квоты и начался его восход. В 1922 году он получил пост генерального секретаря ЦК. Тогда это казалось технической должностью – заведование канцелярией.
Но контроль над кадровыми назначениями всех партийных деятелей оказался самым верным оружием в борьбе с куда более талантливыми соперниками. Так начинался путь человека, который при жизни был полубогом, а после смерти превратился в главное привидение русской истории. Лето 1918 года. Гражданская война полыхает на юге России. Город Царицын, стоящий на Волжском берегу, становится ключевой точкой. Сюда прибывает молодой следователь ЧК по фамилии Вихров. Вымышленный персонаж, но он мог бы быть одним из тех, кто стоял у истоков красного террора. Вихров только что окончил курсы при ВЧК. Он верит в мировую революцию, но еще не знает, что такое настоящая жестокость. Он видит человека в простой гимнастерке, без звезд на погонах, который отдает приказы так, будто сам Ленин стоит у него за спиной. Этот человек – Сталин. В гражданскую войну Сталин проявил себя как жесткий и эффективный организатор. На Южном фронте он фактически возглавил оборону Царицына. Именно здесь он получил свою первую широкую известность. Он столкнулся с Троцким, председателем Реввоенсовета, который курировал военные операции из центра, требуя строгой дисциплины и подчинения военным специалистам. Сталин действовал иначе. Он опирался на местные кадры, на проверенных людей – Ворошилова, Буденного, командиров-выдвиженцев. Он не ждал приказов из Москвы. Он принимал решения на месте, рискуя, но побеждая. Царицын был удержан. Но именно здесь проявилась и его темная сторона. В Царицыне Сталин развернул террор против спецов, военных инженеров и офицеров старой армии, которых он подозревал в саботаже и измене. Аресты, расстрелы, показательные казни без суда и следствия – все это стало репетицией того, что произойдет в 1937-м. Вихров, молодой следователь, получает приказ подписать ордер на арест бывшего полковника, который преподавал тактику в академии. Вихров колеблется. Но когда он видит, как Сталин собственноручно вычеркивает фамилии из списка, он понимает – здесь не место для сомнений. Вихров подписывает. С этого момента он становится частью машины. После окончания гражданской войны 10 апреля 1925 года ВЦИК переименовал Царицын в Сталинград во знаменование заслуг товарища Сталина как организатора обороны. Название города будет звучать до 1961-го, пока Хрущев не переименует его в Волгоград. Но для Вихрова этот день – напоминание о первой крови, которую он принял как должное. Загадка номер 2 – почему Сталин так яростно уничтожал спецов, военных специалистов? Была ли это действительно необходимость, или он таким образом избавлялся от потенциальных конкурентов? Ведь среди них были талантливые командиры. Ответ мы узнаем позже, когда увидим, что в 1937 году он повторит тот же сценарий, но уже в масштабах всей армии. А пока запомним, метод подозревать всех станет одним из 4 столпов его власти. К 1925 году у Сталина формируются 4 главных принципа управления, которые он будет использовать до конца жизни. Паранойя – подозревать всех, даже союзников. Расчет – просчитывать на 10 ходов вперед. Железо – никаких эмоций, только холодная логика. Игра – менять правила каждый момент, чтобы противник не успел адаптироваться. Эти 4 кита будут определять каждое его решение. 21 января 1924 года. Ленин умер. В кремлевских коридорах запахло порохом. Началась борьба за власть, которая длилась почти 15 лет. Сталин выиграл ее не силой оружия, а терпением и хитростью. Главный соперник – Лев Троцкий, создатель Красной армии, герой гражданской войны, самый яркий оратор партии. Троцкий был известен во всем мире и имел все шансы стать преемником. Но Сталин действовал тоньше. Он привлек на свою сторону Зиновьева и Каменева, влиятельных ленинградцев. Вместе они создали триумвират, который изолировал Троцкого. 26 января 1925-го Троцкого сместили с поста главы Реввоенсовета, отправили в ссылку в Алма-Ату, а в 1929-м окончательно выслали из СССР. Первый ход сделан, но союзники оказались временными. Сталин быстро перессорился с Зиновьевым и Каменевым. Осенью 1925-го Каменев выступил против него. В 1926-м Зиновьев и Каменев объединились с Троцким в так называемую объединенную оппозицию.
На этот раз Сталин вступил в союз с Бухариным и Рыковым, правым крылом партии. 26 октября 1926 Зиновьева и Каменева вывели из Политбюро. 14 ноября 1927 их исключили из партии. Оппозиция была разгромлена. Третий, самый кровавый этап начался после убийства Сергея Кирова 1 декабря 1934 года. Загадка номер 3. Кто на самом деле убил Кирова? Многие историки полагают, что убийство было спровоцировано самим Сталиным, хотя прямых доказательств нет. По одной версии, Киров был слишком популярен и мог стать альтернативным лидером. По другой, Сталин просто использовал его смерть как предлог для начала большого террора. Третья версия. Убийца действовал самостоятельно, но Сталин подыграл событиям. Документов нет, но современники верили в причастность вождя. Факт остается фактом. После этого выстрела в Смольном Сталин развязал большой террор. 4 декабря вышло постановление, которое ускоряло рассмотрение дел о госпреступлениях, отменяло помилование и требовало немедленного исполнения смертных приговоров. В августе 1936 состоялся первый московский процесс над Троцкиско-Зиновьевским центром. Зиновьев и Каменев признали себя виновными в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина. 25 августа их расстреляли. В марте 1938 прошел третий московский процесс по делу права Троцкистского блока. Бухарин, последний из старой Ленинской гвардии, был обвинен в шпионаже и покушении на Ленина. 15 марта 1938 его расстреляли на полигоне Коммунарка. 20 августа 1940 года в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер нанес Троцкому удар ледорубом. Троцкий был добит на следующий день. К концу 30-х от всего революционного руководства не осталось никого. Однако Ленин успел оставить предупреждение. 4 января 1923 года в приписке к письму к съезду он написал: «Сталин слишком груб. Этот недостаток становится нетерпимым в должности генсека». Он предлагал обдумать способ перемещения Сталина. Но Ленин умер, приписка была зачитана лишь узкому кругу, и ничего не изменилось. Вихров, который теперь работает в аппарате ЦК, видит этот документ. Он понимает, что Ленин предвидел, но молчит. Потому что Сталин уже смотрит на него из-за плеча. К 1930 году у Сталина в активе абсолютная власть над партией, устранены все серьезные конкуренты. В пассиве он уже использует паранойю как основной инструмент, и это ведет к будущим чисткам. На весах истории пока равновесие, но дальше – террор. В кабинете на Лубянке, среди папок с грифом «Совершенно секретно», сидит майор госбезопасности Петр Кравцов, еще один вымышленный персонаж, но его прототипы были реальны. Кравцов курирует особые дела, он знает все о каждом члене Политбюро, их слабости, их страхи, их тайные связи. Он один из немногих, кто видел черную тетрадь Сталина. В этой тетради вождь собственноручно фиксировал каждый промах своих подчиненных. Опоздание на заседание, неудачное выступление, даже неосторожную шутку. Эти записи работали эффективнее любого следственного отдела. Любое упоминание фамилии в негативном контексте означало политический смертный приговор. Именно эта тетрадь позже станет главной мишенью Берии в ночь смерти вождя. Сталин не создавал единую команду. Он создавал сеть взаимозависимых и враждующих управленцев. Каждый имел свою зону ответственности, но никто не имел полной власти. Каждый знал, за его спиной есть другой, готовый занять место. Они боялись не столько внешних врагов, сколько товарищей по партии. Главный принцип Сталина – управление через конкуренцию. Он параллелил задачи. За одно направление отвечали 2-3 человека, которые постоянно соперничали между собой. Это позволяло вождю быть арбитром, держать все нити и получать информацию из разных источников. Один докладывал одно, второй противоположное, и истина проступала посередине. Сталин умело стравил соратников. Берия опирался на силовиков, Маленков – на правительство, Хрущев – на партийный аппарат. В последние годы его ближайшее окружение состояло из 4 фигур. Георгий Маленков, формальный преемник, глава Совета министров, ведал кадрами и партийной дисциплиной. Он был администратором высшего класса, но его власть держалась исключительно на доверии вождя.
Без этого доверия он превращался в безликого бюрократа. Никита Хрущев – энергичный, грубоватый, пробивной. В те годы он отвечал за сельское хозяйство и Москву. Его сила была в харизме и умении говорить с народом на его языке. Но Сталин относился к нему с подозрением, слишком самостоятелен, слишком амбициозен. Николай Булганин, бывший министр обороны, курировал военные вопросы. Без поддержки остальных он был всего лишь пешкой, хотя его зигзагообразная карьера показывала редкое умение выживать при любой власти. Лаврентий Берия – самый мощный игрок. Он контролировал НКВД, атомный проект, энергетику, национальную политику. Он мог решать любые задачи, от поимки шпионов до строительства каналов. Но именно его сила стала его проклятием. Сталин боялся Берии больше других, потому что тот знал слишком много и имел слишком широкие полномочия. Кравцов знает, что Берия ведет собственную теневую переписку с западными агентами, но молчит, потому что Сталин еще не дал команду на арест. Сталин постоянно менял роли своих подчиненных, создавал искусственные кризисы, чтобы проверить, кто как поведет себя в экстремальной ситуации. Он мог внезапно лишить одного всех полномочий и отдать их другому, просто чтобы посмотреть, как первый будет выкарабкиваться, а второй справляться с нагрузкой. Это был не менеджмент, это была психологическая война, которую вел один человек против всех остальных. Именно поэтому, когда 5 марта 1953 Сталин умер, его наследники оказались не готовы к мирному переходу власти. Они слишком привыкли воевать друг с другом, и эта война продолжилась уже без него. Сталин использует все 4 кита одновременно. Паранойя, следит за всеми через тетрадь, расчет, создает систему конкуренции, железо, не проявляет слабости, игра постоянно меняет правила. Он превратил управление в шахматную партию, где сам контролирует все фигуры. 1930 год. Село в Поволжье. Крестьянка Арина Ярцева, третий наш якорный персонаж, стоит у порога своей избы и смотрит, как председатель колхоза уводит ее корову в общий двор. Она родилась в этом доме, где пол земляной, как в горе, где пахнет ржаным хлебом и дымом. Но теперь все это не ее. Ее муж уехал на строительство Сталинградского тракторного завода и пропал без вести. Ее дети голодают. Она не знает, что те самые заводы, которые строятся на костях ее односельчан, через 10 лет спасут страну от немецкого нашествия. Сталин взял отсталую аграрную империю и за 10 лет превратил ее в индустриального монстра. В 1931 году он произнес фразу, ставшую программой: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И он заставил страну бежать. Были приняты первые 5-летние планы. За 10-12 лет в стране, где многие не умели читать и писать, с нуля создали автомобильную, авиационную, станкостроительную, тракторную промышленность. На Урале и в Поволжье выросли гигантские металлургические комбинаты. План первой пятилетки вошел в историю как выдающийся экономический успех. К 1941 году валовая продукция промышленности выросла в 7,7 раза по сравнению с 1913 годом. СССР вышел на первое место в Европе по выпуску машиностроения, добыче нефти и производству тракторов. В 1930-м он закупал иностранные танки и лицензии, а уже в 1939-м на полигоны вышли полностью отечественные разработки – танки Т-34 и КВ-1. Т-34 суждено было стать лучшим танком Второй мировой. Была создана индустриальная база, без которой победа в войне была бы невозможна. Но у медали обратная сторона. Коллективизация – это когда у крестьянина отнимают все, что он нажил, и загоняют в колхоз. План первой пятилетки предусматривал, что только 16-18% крестьянства должно быть добровольно коллективизировано. Сталин торопился с получением зерна и определил ударные темпы. Для колхозов установили непосильные планы сдачи продукции. Резкое падение уровня жизни и массовый голод 1932-33 годов стали прямым следствием этих кампаний. Миллионы людей погибли от голода. 7 августа 1932 Сталин подписал постановление об охране имущества государственных предприятий. Оно было направлено против голодающих, пытавшихся добыть продовольствие.
В январе 1933-го специальными директивами руководство попыталось остановить бегство крестьян из голодных деревень в города. Арина видит, как ее соседи падают от слабости прямо на улице. Она прячет последнюю горсть муки под половицей, но колхозный актив находит ее и забирает. Она не знает, что это зерно пойдет на экспорт для покупки оборудования для заводов. Эта сцена – лишь один из миллионов эпизодов того голода. Те заводы, построенные ценой этих страданий, спасут страну в 1941-м. Без них война была бы проиграна за месяц. Сталин создал машину, которая могла строить и одновременно убивать. Арина выживет, но навсегда запомнит запах голодной смерти. Ее сын, подросший, станет рабочим на том самом тракторном заводе в Сталинграде. И в 1942-м он будет стоять насмерть за этот город. Здесь Сталин использует два кита – расчет, индустриализация и железо, никаких сантиментов к крестьянам. Но цена этого расчета – миллионы жизней. На весах истории индустриальный рывок перевешивает пока, но голод от 1932 до 1933 становится темным пятном, которое не смыть. 1937-1938 годы. Большой террор. Теоретической основой стал тезис Сталина, озвученный на пленуме ЦК 9 июля 1928 года, о том, что классовая борьба по мере приближения к социализму не затухает, а усиливается. 4 декабря 1934, через 3 дня после убийства Кирова, вышло постановление, ускоряющее рассмотрение дел о госпреступлениях, отменяющее помилование и требующее немедленного исполнения смертных приговоров. Окончательное решение провести грандиозную чистку Сталин принял не позднее 25 сентября 1936 года. Из Сочи он отправил телеграмму в Политбюро о замене Генриха Ягоды Николаем Ежовым на посту главы НКВД. Ежов, маленький суетливый человек с больными глазами, стал главным исполнителем воли вождя. В феврале-марте 1937-го состоялся пленум ЦК, длившийся 1,5 недели, дольше всех предыдущих. Он был целиком посвящен борьбе с врагами народа. Из 72 выступавших 52 вскоре сами были репрессированы, хотя на пленуме безоговорочно поддержали линию Сталина. 16 июля Сталин лично провел совещание с руководством НКВД. По воспоминаниям участников, Ежов заявил: «Если во время этой операции и будет расстреляно лишние 1000 людей, беды в этом совсем нет. Действуйте смелее, посадите, а потом разберетесь». 31 июля был подписан секретный оперативный приказ НКВД номер 00447. Начало Ежовщины. Попробуйте представить. Каждые 5 минут в СССР арестовывали 5 человек. 5 человек – это как ваша семья, соседи, коллеги. Сталин ставил подпись на папках, Ежов отправлял телеграммы, и по всей стране, от Москвы до Владивостока, щелкали замки. За 15 месяцев было арестовано 1 548 366 человек. Из них 681 692 расстреляны. Это не статистика. Это звук закрывающейся двери, который слышала каждая 5-я семья. В ходе Большого террора проводились массовые операции. Решения о начале арестов принимались Сталиным и Политбюро. Проводились национальные операции против поляков, немцев, латышей, литовцев. Майор Кравцов сидит в своем кабинете на Лубянке. Ему приносят очередную папку с грифом «Лично». Внутри список из 20 фамилий. Среди них фамилия его соседа по лестничной клетке, бухгалтера, который любил играть на гитаре. Кравцов ставит подпись. Он знает, если он засомневается, завтра в этой папке будет его собственная фамилия. Сталин не был садистом, как думают некоторые. Он был параноиком. Он реально верил, что кругом враги. И он уничтожал их всех, реальных и мнимых. Тухачевского за то, что тот мог стать Наполеоном. Бухарина за то, что он мог стать альтернативой. И тысячи простых людей просто за то, что они жили. Режим, боящийся врагов больше всего, сам создал их из воздуха. А когда в 1941-м пришли настоящие враги, немцы, Сталин оказался в ситуации, когда армия обезглавлена, а народ не хочет воевать за того, кто сажал его отцов. Это почти привело к краху. Здесь задействованы все 4 кита: паранойя, все вокруг враги,
расчет – уничтожить потенциальных конкурентов, железо – никаких колебаний и игра – менять правила, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности. Но этот подход чуть не разрушил страну в 1941-м. Пока Сталин играл свою большую игру, его семья жила своей жизнью, и эта жизнь была не менее трагичной, чем судьбы миллионов его подданных. Первая жена, Екатерина Сванидзе, умерла от тифа в 1907 году, оставив ему сына Якова. Яков вырос в Грузии, в семье родителей ката и до 14 лет практически не видел отца. Когда он, наконец, встретился с ним, то увидел не ласкового родителя, а сурового незнакомца, который требовал дисциплины. Вторая жена, Надежда Аллилуева, была моложе Сталина на 22 года. Она была его верной спутницей, но их отношения были полны ссор и недопонимания. В 1932 году, после банкета в честь Октябрьской революции, где Сталин публично унизил ее, она застрелилась в своей комнате. Очевидцы вспоминали, что на банкете Сталин, куря трубку, демонстративно стряхнул пепел и окурок прямо в бокал Надежды, сказав «пей, это полезно». Этот жест стал последней каплей. Ей было 30 лет. Официально объявили о перитоните, но все знали правду. Сталин не пришел на похороны. Он пришел только к гробу, когда все уже ушли, и сказал охране: «Уходите, я сам посижу». Он просидел там в одиночестве несколько часов. Что он думал, никто не знает. Дочь Светлана родилась в 1926 году. Она была единственным ребенком, сохранившим относительно теплые отношения с отцом. Но и она не выдержала его паранойи и холодности. В 1967 году она попросила политического убежища в США, публично отреклась от отца и написала мемуары, назвав его тираном. Она умерла в изгнании в 2011 году. Сын Василий, родившийся в 1921 году, стал летчиком, генерал-лейтенантом. Он был любимцем отца, но страдал от алкоголизма. После смерти Сталина его арестовали, лишили званий и отправили в ссылку. Он умер в 1962 году в Казани, спившись. И Яков. В 1941 году он попал в плен к немцам. Сталин, узнав об этом, произнес ледяную фразу: «Нет пленных, есть предатели». Якова не обменивали, не выкупали. Он погиб в концлагере Заксенхаузен в 1943 году. По официальной версии, бросился на колючую проволоку. Был ли это акт отчаяния или его убили, история умалчивает. Но показательно другое. Сталин мог спасти сына. Он мог обменять его на пленного немецкого фельдмаршала, но он не стал. Слишком дорогой ценой, собственный авторитет и принцип, что в его системе нет места для семьи, есть только вождь. Сталин похоронил всех своих детей, одних при жизни, других после смерти. Он был отцом страны, но не смог быть отцом собственной семье, и, возможно, это самая точная метафора его правления. Он дал стране все, кроме человеческого тепла. 22 июня 1941 года. Первые месяцы войны – катастрофа. Немцы рвутся к Москве. Красная армия отступает с колоссальными потерями. Сталин запирается на даче в Кунцево, не появляется на публике несколько дней. Ходят слухи, что он сдался, что его парализовал страх. Но потом он выходит и становится верховным главнокомандующим. С 30 июня он возглавляет Государственный комитет обороны, чрезвычайный орган, взявший на себя все управление страной. Он требует жесткости, но и сам учится на ошибках. Он допускает просчеты. Харьковская операция, Керченский десант, но не боится их признавать, хотя вслух этого никогда не делает. Главный момент – Сталинград. Именно там он принимает решение не сдавать город любой ценой. Он создает символический центр сопротивления. Приказ «ни шагу назад» – это не просто лозунг, это код выживания. Сталинградская битва становится началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Вихров, теперь уже старый чекист, работает в особом отделе Сталинградского фронта. Он видит, как город превращается в руины, как солдаты умирают за каждый дом. Он передает донесения в Москву, где Сталин лично корректирует планы контрнаступления. Потом Курская дуга, 5 июля, 23 августа 1943 года. Там решается судьба окончательной победы. 6 ноября 1943 Сталин в своем докладе скажет: «Истекший год, от 25 до 26 годовщины октября, является переломным годом Отечественной войны.
7 ноября 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, Сталин стоит на трибуне Мавзолея и смотрит на уходящие на фронт войска. Перед выходом на трибуну он долго поправляет воротник шинели, его пальцы заметно дрожат. То ли от холода, то ли от волнения. Он знает, что этот парад может стать последним. Но он выходит и держится непроницаемо. Это был театр, но театр, который поднял дух нации. Он понимал цену символов. Он сам был символом, и в этом его сила и его трагедия. В том же 1941 году в кабинет Сталина входит Молотов с донесением: Яков Джугашвили взят в плен. Сталин молчит, затем произносит: «Нет пленных, есть предатели». Молотов замирает. Сталин отворачивается к окну. Больше никто не произносит ни слова. Сын брошен. Отец не спасет. Потому что в его системе нет места для сына, есть только вождь. Вихров, который присутствует при этом разговоре, видит, как дрожат пальцы Сталина, сжимающие трубку, но лицо остается каменным. Победа в 1945 году стала его триумфом. Он стал генералиссимусом, героем Советского Союза, хозяином половины Европы. Для Арины Ярцевой, которая потеряла сына под Сталинградом, но выжила сама, этот день – смесь гордости и боли. Она идет по Красной площади в толпе и видит портрет Сталина, который улыбается с трибуны. Она не знает, как к нему относиться. Война потребовала от Сталина использовать железо и расчет, но впервые он проявил и человеческие черты, умение признавать ошибки, хотя и молча. Тем не менее, его система осталась прежней – страх и конкуренция как двигатели. Но теперь они работали на общую победу. Война закончилась, страна лежала в руинах, но Сталин не дал передышки. В марте 1946 года утвержден 4-й пятилетний план – план восстановления и развития. Главная задача – не только восстановить, но и превзойти довоенный уровень. Результат превзошел ожидания. Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950-м он вырос более чем вдвое по сравнению с 1940-м. Ни одна из пострадавших стран, даже получившая американскую помощь, не достигла таких темпов. В 1947-м провели денежную реформу. Все наличные обменивались в соотношении 10:1. Это оздоровило финансы. При этом на зависть миру в стране сохранили цены на продовольствие на прежнем уровне и отменили карточки. Внешняя политика тоже менялась. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария вошли в советскую сферу влияния. Но сталинский диктат вызвал возражения. В 1948 году грубое вмешательство во внутренние дела Югославии привело к разрыву отношений. Атомный проект стал главной тайной режима. В марте 1942-го Берия, основываясь на разведданных, написал Сталину, что за рубежом интенсивно ведутся работы над атомной бомбой. Сталин поставил задачу создать ее в двух вариантах – с плутониевым и урановым зарядом. В нашем прошлом выпуске мы уже говорили, что именно Берия стал административным руководителем советского атомного проекта, возглавив специальный комитет и обеспечивая ученых всем необходимым. Для первого советского реактора потребовалось 420 тонн чистейшего графита. Малейшие примеси поглощали бы нейтроны. Завод размещали в 6 пещерах, построенных немецкими пленными. 29 августа 1949 года в 4 утра по московскому времени в степном районе Казахской ССР взорвали первую советскую атомную бомбу. Атомный щит, выкованный за 4 года, сделал СССР неуязвимым. Кравцов, который курировал безопасность проекта, видит грибовидное облако на кинопленке и понимает, теперь мир никогда не будет прежним. Но Сталин, боящийся врагов, сам создал оружие, способное уничтожить планету. Он не доверял ученым и заставлял их работать под надзором НКВД. Однако именно этот страх и тотальный контроль позволили обогнать американцев во втором забеге – водородной бомбе, которую испытают уже после его смерти. В последние годы его политика приобрела антисемитский оттенок. В 1948-м убит великий артист Соломон Михоэлс. Разгромлен еврейский антифашистский комитет. 12 августа 1952 почти все его члены казнены. Кульминацией стало дело врачей. Группу кремлевских врачей, в основном еврейской национальности, обвинили в убийстве Жданова и подготовке покушения на высшее руководство. Готовилась депортация евреев в Сибирь.
По одной из версий, целью было разоблачить еврейский заговор и репрессировать Молотова, Берию и Микояна. Как мы подробно рассказывали в выпуске о Берии, именно он после смерти Сталина инициировал прекращение этого дела и реабилитацию арестованных по нему врачей. Сталин снова искал врагов и находил их там, где их не было. Загадка номер 4. Было ли дело врачей спланировано самим Сталиным или это интрига его окружения? По одной версии, Сталин действительно боялся, что врачи его отравят, и сам раздул это дело. По другой, Берия и Маленков использовали его паранойю, чтобы отвести удар от Мигрельского дела. Третья версия – это была провокация западных спецслужб. Документов нет, но современники верили, что Сталин был одержим этой идеей. Мы никогда не узнаем правду. За год до смерти Сталин, вопреки многолетней привычке, бросил курить. Почему? Врачи посоветовали. А он врачам не верил, считал, что они хотят его залечить до смерти. Так родилось «Дело врачей», последний большой спектакль сталинского режима. В середине февраля 1953-го он уехал из Кремля на дачу в Кунцево. 28 февраля вместе с Берией, Хрущевым, Маленковым и Булганиным посмотрел в Кремле довоенный вестерн «Дилижанс». Затем они отправились на его ближнюю дачу и пировали до 4 утра. Подавали молодое грузинское вино «Маджари», которое Сталин называл соком за малую крепость. Он был в хорошем настроении, шутил, рассказывал грузинские тосты. А потом он не вышел из комнаты. Ранним утром 1 марта его сразил инсульт. Он упал на пол и пролежал без сознания много часов, потому что охранники боялись войти. 16 часов его соратники не вызывали врачей. Только к 9 утра 2 марта на дачу прибыла бригада врачей. Было поздно. 5 марта 1953 в 21:50 Сталин умер. Официальная причина – инсульт и кровоизлияние в мозг. Загадка номер 5. Убили ли Сталина? Версия первая. Естественная смерть от инсульта, усугубленная гипертонией. Версия вторая. Берия и Маленков сознательно не вызвали врачей, чтобы дать ему умереть. Осознанное неоказание помощи. Версия третья. Сталина отравили лекарствами, которые спровоцировали инсульт. Версия четвертая. Кто-то подсыпал яд в его вино. Документов нет, но многие современники, включая дочь Светлану, верили в убийство. Мы оставляем этот вопрос открытым. Пока он лежал без сознания, его соратники уже делили власть. Маленков просматривал список будущего правительства. Берия вызывал начальника охраны и что-то шептал ему на ухо. Хрущев звонил в Киев. «Держитесь, перемены скоро». 5 марта, пока Сталин еще дышал, его соратники собрали заседание и сняли его со всех постов по состоянию здоровья. По одной из версий, Берия первым вошел в комнату умирающего и опустошил сейфы. Там якобы лежала та самая черная тетрадь с записями на каждого члена Политбюро. Прямых доказательств нет, но современники верили в эту историю. Кравцов, который знал о тетради, впоследствии был арестован и расстрелян в ходе борьбы за власть. Похороны стали бенефисом Берии. Именно он, а не Маленков или Хрущев, произнес самую длинную речь. Он говорил о правах граждан, впервые за многие годы. Но уже через 100 дней Берию расстреляют по обвинению в шпионаже. 7 января 1952 на день рождения Сталина, Светлана приехала поздравить отца. Он сидел в стороне от всех, молча пил вино. Лицо было красным, следствие гипертонии. Он был доволен, что бросил курить. Они почти не разговаривали. Светлана смотрела на него и чувствовала, что-то не так. Он слишком тихий, слишком уставший. Это была их последняя встреча. Через 3 месяца он умрет. Он умер, а игра продолжилась. Что осталось после него? Держава, способная противостоять всему миру. Города, заводы, наука, культура – все это было. Послевоенная пятилетка выполнялась с огромным подъемом. Но осталось и наследие страха. Система, в которой никто не чувствовал себя в безопасности. Традиция решать вопросы через насилие, неспособность к диалогу. О культе личности заговорили после доклада Хрущева в 1956 году. На разрушение этого мифа ушло не менее 10 лет. Но даже сегодня, спустя десятилетия, его фигура остается символом силы, порядка и величия для одних и символом страха, насилия и несправедливости для других. Он создал государство, но не создал граждан.
Он построил империю, но не построил общество. Он выиграл войну, но проиграл мораль. Сталин был не просто человеком, он был системой. Он был зеркалом, в котором отразились все страхи и надежды своего народа. Мы можем ненавидеть его или боготворить, но мы не можем его игнорировать, потому что он – часть нас. Часть нашей истории, нашей боли и, да, часть нашей гордости. 2024 год. 8-метровый памятник Сталину в Великих Луках, установленный в 2023-м. Барельеф на станции метро Таганская в Москве, восстановленный в 2024-м. Опрос news.ru. Подавляющее число россиян поддержали установку памятников. Портреты Сталина на полумарафоне в Перми. Он умер в 1953-м, но его портреты до сих пор носят на митингах. Его имя на барельефах и памятниках. Его тень в вопросах общественного мнения. Сталин использовал свои 4 кита до самого конца. Паранойя. Он боялся врачей и окружения. Расчет. Создал атомную бомбу, обеспечив безопасность страны. Железо. Отказался спасать сына. Игра. Даже после смерти он стравил наследников. Но его главное наследие – не только победы, но и страх, который до сих пор живет в нашей памяти. Подпишитесь на канал. Если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые истории. А в комментариях ответьте на 2 вопроса. Как вы думаете, мог ли Сталин построить сверхдержаву без массовых репрессий? И считаете ли вы, что победа в войне оправдывает жестокость 1930-х? Ждем ваших мнений. До встречи в следующей серии.